Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такой красивый ажурный воздушный узор спицами. Вот так выглядит и основные элементы поближе. Очень красивый узор, он получается очень объемный. Посмотрите, рельефный такой вот он. И очень такой пластичный он, хорошо тянется. Изнаночная сторона аккуратная. На мой взгляд, узор идеален для вязания палантинов, шарфов. Как раз сейчас наступил сезон холодов. И вот такая незаменимая вещь, как палантин, либо какой-то объемный шарф, снуд, вам обязательно пригодится. Особенно вот таким красивым узором. Узор простой и вяжется очень быстро. Особенно если взять вот такую махеровую пряжу и если взять спицы большего номера, то узор получается вот такой вот воздушный объемный. Если взять спицы меньшего номера, то узор будет более плотный, более четкий. Вот эти элементы будут более четкие и, соответственно, узор будет более плотный и менее рельефный. Раппорт узора составляет 3 петли в ширину, плюс 2 дополнительные петли для асимметрии, плюс 2 кромочные. И в высоту 2 ряда. Для образца я наберу 12 петель на основной узор, плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные. Итого 16 петель. Набираем обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Одну спицу достаем и сейчас вяжем первый нулевой или базовый ряд, который не входит в раппорт нашего узора. Все петли мы вяжем сейчас изнаночными. Кромочную я вяжу лицевой. Всегда первую кромочную я провязываю. Все, затянули, закрепили наш край. И все до конца петли мы вяжем изнаночными. Все, первый нулевой ряд у нас готов. И приступаем к вязанию основного узора. Кромочную мы снимаем, делаем накид. Из 2 петель мы вяжем 3. Таким образом заводим правую спицу за задние стенки первых 2 петель. Захватываем рабочую нить лицевая. Петли с левой спицы не скидываем. Накид, вторая петля. Снова сюда же из 2 вяжем еще одну третью. Скинули. Далее у нас идет изнаночная. Раппорт закончен. Первый ряд раппорта закончен. Снова накид. Из 2 3. Раз, 2, 3. Изнаночная. Накид. Из 2 3. Раз, 2, 3. Изнаночная. Накид. Из 2 3. Изнаночная. Накид. И последнее. Из 2 мы вяжем просто 3. Готово. И кромочная, изнаночный. Все, первый ряд нашего раппорта закончен. Второй ряд. Кромочную сняли. Из 2 первых петель мы вяжем 1 изнаночной. Из следующих 2 вяжем 1 изнаночной. Из лицевой мы вяжем 1 лицевую на ряд ниже. То есть мы сюда не сюда заводим спицу, а на ряд ниже, то есть за перемычку, под перемычку. Лицевая, скинули. Снова из 2 вяжем 1 изнаночную. Из 2 1 изнаночная, из лицевой 1 лицевая на ряд ниже. Скинули.
из 2 1 изнаночная, из 2 1 изнаночная, из лицевой, лицевая на ряд ниже, скинули до конца ряда. В самом конце мы вяжем из 2 1 изнаночная, из 2 1 изнаночная и кромочная тоже изнаночной. Кромочная, изнаночной. Все, один раппорт узора мы провязали. Вяжется быстро и запоминается этот узор очень просто. Еще раз. Кромочная, накид, из 2 3 лицевых, 3 изнаночная. Раппорт провязан, первый ряд раппорта, накид, из 2 3 изнаночная. Так до конца ряда. И заканчиваем наш ряд, накид, из 2 3 и кромочная, изнаночная. Первый ряд второго раппорта провязан. И последний ряд. Кромочную сняли, из 2 1 изнаночная, далее из 2 1 изнаночная, из лицевой, лицевая на ряд ниже, вот так вот. Вот под перемычку скинули и до конца ряда. Изнаночная, изнаночная, лицевая на ряд ниже, из 2 1 изнаночная, из 2 1 изнаночная, лицевая на ряд ниже. Заканчиваем из 2 изнаночная, из 2 изнаночная и кромочная тоже изнаночной. Из гладкой пряжи этот узор выглядит совершенно по-иному, нежели из пушистой мохеровой пряжи. Вот так выглядят эти два образца. Не забудьте написать в комментариях, какой узор вам понравился больше. И в том и в другом случае узор выглядит интересно. Но как меняет этот узор пряжа, из которой он связан. Если этот узор вам понравился, видео было понятным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и до встречи в новых видео. Пока!